Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня для вас хочу приготовить очень вкусное мясо под сырной шапкой. Готовится легко и просто. Итак, смотрим. Вот такой вот кусок мяса я хочу сегодня приготовить. Это у меня свинина, лопатка передней ноги. И сейчас я сниму шкуру и разделаю на порционные куски. Мясо я разделал на порционные кусочки. Здесь у меня получилось ровно 2 килограмма мякоти. Берем посуду, в которой мы будем мариновать мясо, выкладываем сюда поочередно куски мяса и начинаем солить. В качестве соли я использую адыгейскую соль, она идет с травами и со специями, очень вкусная и ароматная. И солим мясо с двух сторон. У меня ушло соли ровно 2 чайные ложки. Мясо я посолил, здесь у меня 100 грамм чеснока, добавляю я сюда 1 чайную ложку смесь перцев и сейчас все это измельчу. Для чего я так солил мясо? Для того, чтобы соль равномерно распределилась у нас по мясу. Чеснок я уже измельчил, и теперь хорошенько все это мясо обмазываем. У меня уже вечер. И теперь я это мясо затягиваю пищевой пленкой и убираю в прохладное место, чтобы мясо у нас хорошенько промариновалось. Наступило у меня утро следующего дня, и теперь мне необходимо нарезать лук. Лук я буду нарезать четверть кольцами. Использую я здесь 400 грамм лука. В этом рецепте я буду использовать грибы-шампиньоны ровно 600 грамм. И теперь я отрезаю часть ножки и обязательно я их почищу. Чистятся они очень легко, но вот эту вот пленку желательно, конечно же, снять. Теперь нам надо нарезать эти грибы. Нарезать я буду на небольшие кусочки. В сковороду я налил 3 столовые ложки растительного масла, разогрел его и теперь сюда отправляем лук. И начинаем на сильном огне обжаривать в течение 5 минут до посветления. Прошло у меня ровно 5 минут и теперь я сюда добавляю грибы. И продолжаю на сильном огне обжаривать их. Не забудьте потом в течение готовки посолить их. Прошло у меня ровно 15 минут, влага вся испарилась, грибы у меня готовы. Разделочную доску я затянул пищевой пленкой в 2 слоя. И теперь сюда выкладываем мясо, которое у нас мариновалось всю ночь. Выкладываем и накрываем полиэтиленовым пакетом. И будем это мясо отбивать с 2 сторон. Благодаря тому, что мы мясо отобьем, мясо будет мягче и нежнее. Противень я застелил фольгой в 3 слоя, разложил мясо. И теперь сверху выкладываем наши грибы, которые мы уже приготовили. Разложил я грибы по мясу. Здесь у меня 180 грамм майонеза, который готовлю сам на лимоне. И теперь делаю вот такую вот сеточку, покрываю все это мясо с грибами. Натер я на крупной терке сыр ровно 250 грамм. И посыпал сверху наше мясо вместе с грибами. И теперь все это отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов. А по времени вам потом скажу, сколько это блюдо у меня готовилось. Прошло у меня ровно 50 минут. И вот такое прекрасное красивое блюдо у меня готово. Это блюдо я готовил себе и своей семье на Новый год. Блюдо по этому рецепту получается очень вкусное. Мясо нежное, сочное. Так что готовьте, вы не пожалеете. Приятного всем аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока!